Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Я сегодня буду делать вещь, которая нужна всем. Это чехол для планшета или телефона. Так как вы пользуетесь этими вещами каждый день, то, сделав такой чехольчик, вы не только сэкономите какую-то небольшую денежку, но и каждый день будете любоваться плодами собственного труда и радоваться. Я взяла фетр, кусочек, и делаю кармашек сначала. Вот разлинеила. У меня полосочки сантиметр между ними, но можете делать любого размера. Самое главное — идея, мысль. Я делаю на отсечке, потому что если полностью сразу прорезать, то может вкривь пойти. И эти разрезы будут немножечко наискосок. Поэтому я не пожалела времени и разрезаю все постепенно. Для чего я это делаю? Сейчас я вам все покажу. Всю отделку я буду делать из джинсовой ткани, но вы можете взять любую другую, которая вам нравится. Это не принципиально. Я собираюсь прострочить с помощью ниток мулине, намотанных на шпульку. Для этого я винтик немножечко ослабила на шпульке, чтобы натяжение нижней нитки сделать правильное. И буду строчить с изнаночной стороны, чтобы с лицевой стороны у меня были нитки мулине. Как обычные нитки также вставляю. Я уже показывала не один раз, как таким образом шить. Но для тех, кто не видел, ну, это будет новостью, значит. Просто строчу зигзагом по изнаночной стороне своей заготовки. И в результате у меня, не обрезая нитку, переворачиваю, прям даже продолжаю сразу, чтобы у меня мулине сильно не тратилось. И в результате у меня получается, посмотрите, какая красота. За счет вот этих ниток мулине получается очень декоративно смотрится и очень симпатично. Теперь я вот в своей прорези чередую, заправляю эти ремешочки. Смотрите, как получается. Разглаживаю для того, чтобы убрать нарисованные. У меня ручка была, которая вот исчезает при нагревании. И поэтому я утюгом просто уже убрала. Мне не нужны эти уже линии нарисованные. Взяла еще один кусочек фетра и еще один кусочек джинсовой ткани. Так как это у меня кармашек будет, я хочу сверху соединить два куска фетра с помощью джинсовой ткани и сделать такой кантик небольшой наверху кармана. Прострочу и заверну, и потом опять прострочу. У меня в результате получится, что второй кусок фетра серого цвета, он закрывает все мои вот эти ремешочки, разрезы. Дальше я беру большой кусок фетра по размеру, который я уже померила для своего планшета. Я делаю чехол для планшета. Я не стала на камеру вышивать, потому что, во-первых, это очень сильно затянет видео. Во-вторых, у меня много очень уже видео, где я показываю разные декоративные стежки, и вы можете, если поподробнее и поближе посмотреть эту вышивку, там все известные стежки, которыми я пользуюсь и которые я уже показывала. Ну и кроме того, иногда бывает такое настроение, что хочется просто посидеть, повышивать, не на камеру, просто вот для собственного релакса. Единственное, что я там немножечко надо было подальше к центру отступить с вышивкой, потому что я отступила, но за счет того, что за счет вышивки немножко стянулась, вот этот отступ с верхнего края получился очень маленький. Но пришлось немножко завернуть вышивки. И у меня практически уже понятно, что будет с лицевой стороны моего планшета, потому что вот у меня уже все детали готовы. Вот так вот я буду пришивать кармашек. Все вот эти выступающие части со стороны вышивки, со стороны ремешков я заверну вовнутрь. И точно так же, как в кармашке, я с нижней части, с изнаночной, положу еще один кусок фетра. И точно так же я заворачиваю, буду делать кант, и заворачиваю джинсовую ткань, чтобы у меня не было ниточек. С фетра-то ничего не сыпется, а с джинсов будет сыпаться. Поэтому я вот так вот заворачиваю и буду строчить на машинке. Перед этим, конечно, либо сколоть булавочками, либо прищепками. Но с фетром булавки неудобно, он все-таки достаточно плотный, тем более там 2 слоя. Поэтому здесь вот прищепки меня очень хорошо выручают.
Все, завернула и продолжаем в том же духе. Пристрочила. У меня теперь, я хочу укрепить немножечко, сделать чуть-чуть пожестче свой будущий планшет. Поэтому я беру серпянку. Это продается в строительном магазине для шпаклевки и для штукатурки. Такая штука. Сеточка, которая с одной стороны она липкая, она прям вот прилипает. Я ей прям приклеиваю эти остатки ремешков, вот эти вот свои все загнутые части. Обрезаю по нужному мне размеру, так, чтобы она у меня не выступала, а все-таки внутри оставалась. И закрываю с задней частью. Все, у меня первая часть готова, передняя. Вот задняя как будет выглядеть. Тоже она с серпянкой. Мне осталось соединить переднюю и заднюю части. Я буду строчить тоже на машинке. Все скрепила так, чтобы у меня все вместе держалось, никуда не распадалось. И после того, как я прострочила на машинке, в принципе, у меня чехол уже готов. Но я решила края украсить вот таким вот отделочным швом. Я его не показывала. В принципе, он совсем простой, но я его почему-то раньше не показывала. Вот нитку вдвое складываем, узелок завязываем и вот так вот делаем, как я показываю. То есть иголку пропускаем между нитками, прежде чем затягивать ее. Смотрите, какой шов получился симпатичный. Спереди он такими зубчиками, сзади как просто отделочный обычный. Очень симпатично. И он закрывает все швы. Мне очень нравится. Внутри, как сами видите, ни одного узелка, ни одного шовчика. Все закрыто, все красиво. Кармашек я делала, естественно, по размерам своего телефона, так, чтобы его и достать было удобно. Вот эта отделка сверху из джинсы очень нужна. Во-первых, благодаря ей удобнее доставать что-то, потому что она толстенькая, хорошо раздвигается. А во-вторых, она не затирается. Вот фетр, он все-таки бы затерся, если бы я оставила просто фетр. А благодаря джинсовой ткани это будет все выглядеть достаточно аккуратно. Вообще такой чехол для планшета, он в сумке как разделитель пространства, и он практически не вытаскивается из сумки. Просто суешь руку, достаешь оттуда планшет, и все. Этот сам чехол остается в сумке. Вот у меня предыдущий, который я шила, он мне, наверное, года 3 или 4 даже прослужил, ну, наверное, 3. И он с клапаном, но я поняла, что я не пользуюсь этим клапаном, никогда не застегиваю его, и вообще не достаю практически из сумки этот чехол. Вот такой. А началось все с того, что я сшила чехол для планшета мужу, потому что он сломался, у него планшет свой, которым он пользовался, он купил новый, и для нового нужен был чехол уже по размерам. Если честно, я сломала голову, как ему сделать, потому что это нам, девочкам, цветочки всякие, все что угодно, и будет красиво. А мужчине как-то вот сделать мужской дизайн как-то труднее. Поэтому мне пришлось поломать голову, как ему украсить, чтобы это было и симпатично, и в то же время это не выглядело женской вещью. Вот. Ну, а себе-то, конечно, я уже красиво сделала, с цветочками, все как положено, девочковое. Ну, мне очень нравится, если честно, что получилось. И самое главное, я знаю, что я этим буду пользоваться каждый день, потому что он у меня так и будет лежать в сумке каждый день. И при случае, если достать, очень красиво. Короче, мне очень нравится. Если вам тоже нравится, ставьте лайк, пишите комментарии. Если вы еще не подписаны, конечно же, подписывайтесь на мой канал. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.